Привет, дорогие друзья! Всех рад видеть на канале. Сейчас бы мне хотелось навести порядки в одном и во втором травнике. Здесь у меня в этом аквариуме свет не включается, наверное, недели 3 точно. Я его как выключил и по сей день. Выключил я его, потому что у меня здесь на растениях пошли водоросли. Тогда это был пышный реально травник, я отсюда много убрал растений, ну и это повлекло за собой просто сбой пошел по, скорее всего, по нитратам, фосфатам. Это дало толчок росту водорослей. И появился догониум, такой мелкий пушочек на листиках. У меня тогда не было просто времени за этим всем смотреть, делать подмены, наводить порядки, дозировать удобрения, с тестами там сидеть. Если что понадобится играться, то решил просто выключить свет, пока что не обращать на него внимания. Ну и вот сейчас у меня как бы время особо не появилось, но все-таки решил ему внимание уделить, потому что сейчас все-таки сезон аквариумистики, зима, да, уже получается, зима, и несмотря на наше такое нелегкое и непростое время, в котором мы сейчас живем, я не знаю, может для кого-то и легкое, простое время, но для обычных простых людей это не совсем такое простое время, но тем не менее, несмотря на него, аквариумистика все-таки не утратила свою актуальность. Любители, аквариумисты этим также по-прежнему продолжают заниматься, увлекаться, активность все-таки какая-то идут продажи, всего, всего, что связано с аквариумистикой: растения, рыбы, оборудование, корма. И это, конечно же, хорошо, что люди совсем не утратили свое увлечение, свое хобби. Я, например, надеюсь, что все будет хорошо, потому что всегда свет побеждает тьму. Так будет и в этот раз. Поэтому растения нужны они просто для того, что, так как сейчас есть продажи более-менее маломальские, растения нужны, и у меня их и заказывают, там то с одного, то с другого места, и поэтому решил привести в порядок травник, чтобы наращивать эту массу растений. Все-таки у нас впереди еще получается декабрь, еще, только можно сказать, начало декабря, потом еще январь, февраль впереди, потом еще март, то есть еще такой сезон, впереди целый сезон. И поэтому, ребята, сейчас этим и буду заниматься. Здесь мне нужно включить свет, чтобы хоть видно было, что здесь делать. Потом просифонить грунт, потому что, чтобы он немножечко почище был, чтобы не фонил всем тем, что в нем накопилось за это время, пока здесь жили рыбы. Потом там я их кормил, они не доедали. Я видел, что корм прям остается, и он так в этом грунте сейчас и находится. То есть грунт сделать почище, потом подменить водичку, и добавить в этот аквариум еще растения. Я их просто возьму с этого аквариума. И потом уже свет будет регулярно, каждый день, то включаться, то выключаться самостоятельно, растения пойдут в рост. И уже можно потихонечку дозировать удобрения. И потом в этом аквариуме также нужно навести порядки, нужно немножечко растения кое-какие попочищать, некоторые повыбрасывать, там пенечки, листочки, какие-то веточки ненужные, а некоторые просто повысаживать более-менее, чтобы это культурно выглядело. И сейчас, собственно, этим и буду заниматься. Включил в аквариуме свет, и вот что хочется отметить, это то, что на растениях на задней стенке был вот так прям такие, налет вот этого эдогониума, водорослей. Его сейчас нет ни на стенках, ни на растениях. Растения стоят абсолютно чистые, без единых даже намеков на какие-то водоросли. Ротала, вот эта подросла, это ротала хра, она должна быть красная, но она зеленая, света не было никакого. Короче говоря, 3 недели без света этот аквариум, растения как стояли, так и стоят, ничего, то есть они не пропали. Они не такие, как должны быть, они не выросли так, как могли бы вырасти, но они не пропали, это уже хорошо. Вот и сейчас приступлю к сифонке дна. Потом нужно поменять этот синтепон. Он уже загрязненный. И все как обычно. Подмена воды. И отсюда растения возьму, сюда высажу. И вот так, наверное, уже будет хоть немного получше. Стартовал аквариум, перезапустился, можно сказать, оживился. И хоть растения здесь уже понемножечку будут
нарастать. Сделал подмену воды небольшую, что в одном, что в другом аквариуме по 50 литров, где-то так. И добавил сюда немного растений, просифонив предварительно местами грунт. Добавил вот сюда, вот, ну вот, растения можете видеть какие. Жиденько, реденько, но думаю, где-то вот через недельку, может через 2, это уже все будет выглядеть попышнее. Заменил также вот этот синтепон, тот был уже такой замусоренный, а это чистенький, свеженький. Растения все вот эти же, что подобавлял, взял из этого аквариума. Я бы хотел, конечно, вот эти нимфеи отсюда позабирать. Здесь именно такие уже листы большие, очень такие большие. Одна, вот такая большой, второй еще куст. Ну и здесь же вот третий, их бы вообще поубирать, чтобы была одна длинностебелька. Ну и с длинностебелькой здесь тоже еще, в принципе, в этом аквариуме нужно наводить порядки. Некоторые повырывать. Вот, например, как вот эта Людвигия Суперет. Видите, макушка вроде и есть, а внизу вообще уже как будто голый такой стебелек без листочков. Ну, короче говоря, еще можно заниматься с этими аквариумами, но уже, наверное, в следующий раз, может быть, завтра, послезавтра, ну, хотя бы просто тогда, когда включится свет в них, так как уже такие сумерки и плохо становится видно, что, ну, как работать здесь. Сейчас буду дальше кормить себе рыб на разводнее в этих аквариумах. Каждую рыбку разными кормами, и сухими, и замороженными, и живыми. Из живых только у меня рачки Артемии, неоны, как здесь плавали. В принципе, все нормально. Подрастают потихонечку. Ну и кое-где, возможно, сделаю подмены, убрав вот все, что здесь на дне находится. В некоторых аквариумах сейчас пройду так, посмотрю слегонца. И думаю, что в один из травников, в одном из следующих видео мы запустим панд. Просто панд. Да, ребята, у меня они вот в этом аквариуме есть. Посмотрите, вот здесь панда лежит. Точнее сидит. Ну, внизу плавает, как сом. И вот здесь такая небольшая стайка. Здесь, по-моему, их штук 10, наверное, точно. Чтобы их уже не мучать по нерестовикам, то туда-сюда отсадить, они непонятно там по 2, 3, 5, 10 икринок дадут, а запустить вот так сюда стайку панд, получается, они себе тут будут плавать, прекрасно жить, не реститься на листочках растений, и здесь же будут рождаться мальки. Я не знаю, может быть, они так и разведутся, да? Спустя там время какую-то смотришь, а тут сотня уже их плавает. Может быть и так. Но единственное, что мне нужно будет тогда сделать, это вот эта такая заборная решетка, видите, черная, возле заднего стекла. Она именно такая решетка, туда малек может попасть. Взрослый сом туда не проскочит, а малек может попасть просто в фильтр. То ее надо как-то заглушить. Просто, наверное, одену вот такую губку, ту решетку сниму, а вот такую маленькую губочку одену. Или какую-то побольше. Из поролона, вон крупнопористого, что у меня на стеллажике. Наверное, да. Чтобы это не так быстро забивалось. А крупнопористый отдел и будет то, что надо. И запустим пока самов, раз креветок пока что нет. Реально, там, где вот я хотел бы заказать, их там нет. Но нет, то пока вместе нет. Вот такое, ребята, хоть немножечко освежили этот травник, запустили, уже начнут растения расти. Ну а в этом травничке еще я займусь или завтра, или послезавтра посмотрю. Порядки тоже нужно понаводить. Ну и так, хорошо, немножечко поработали. Спасибо за то, что смотрите. Всех рад видеть. Хорошего настроения. Пока.